Меня регулярно спрашивают в комментариях почти к каждому видео, почему кто-то продолжает изучать русский язык. Я понимаю, что эти вопросы задают с сарказмом, с агрессией, но если людям интересно, то давайте ответим на этот вопрос. Итак, быстрый ответ на вопрос, почему иностранцы продолжают изучать русский язык. На самом деле ответ очень простой. Значит, что мотивация этих людей не зависит от политической обстановки, не зависит от политической ситуации. Но дальше я буду говорить подробнее про разные типы мотивации и как эти разные группы людей воспринимают русский язык по-разному и вообще меньше изучают русский язык, больше, и почему продолжают. Мне кажется, что чаще всего я сталкиваюсь с 5 группами людей, которые изучают русский язык. Если мы говорим про иностранцев, это полиглоты, люди, которым просто нравится изучать русский, ну, не только русский, вообще любые языки. Потом те, кому нравится русская культура, политика, какие-то наука, история, путешественники, кто хочет поехать в Россию, хотел поехать в Россию, люди, у которых русскоговорящие любимые люди, ну, например, муж, жена или друзья, тоже такое бывает, даже бывают коллеги, и, собственно, бизнес. Это люди, которые сейчас работают и вообще раньше работали, например, у них были российские офисы и так далее. Ну, в общем, такой международный бизнес. Сейчас давайте поподробнее. Итак, если мы говорим про полиглотов и вообще людей, которые любят изучать разные языки, то для этих людей русский язык — это не просто язык России. Прежде всего, ну, может быть, не прежде всего, но да, русский язык — это такой вход вообще во все славянские языки, потому что это самый распространенный язык в славянской группе. И это даже не загадка. Если вы знаете, например, какой-то язык, то самое простое для вас потом выучить родственный ему язык. Ну, например, мне, как носителю русского языка, гораздо проще будет выучить, не знаю, польский, украинский, белорусский, болгарский языки по сравнению, например, с испанским или китайским, просто потому что они ближе. И люди, которые изучают разные языки, часто подходят к выбору языков с точки зрения, ну, такой прагматической. Насколько этот язык им поможет в будущем учить другие языки. И в этом плане русский язык — это еще и вход во многие языки постсоветского пространства. Например, казахский, таджикский. Ну, конечно, я уже сказала про славянские языки, там, белорусский, украинский. И вообще многие другие, потому что на русском языке просто есть материалы для изучения этих языков. Например, я думаю, что на английском очень сложно найти материалы для изучения какого-нибудь, не знаю, азербайджанского, например, да? В русском вы можете найти эти учебники. И поэтому полиглоты, люди, которые просто любят изучать разные языки, продолжают изучать русский. Еще, конечно, нужно понимать, что у человека может быть не одна мотивация, а несколько. Ну, например, человек любит и изучать много-много разных языков, и это его цель. И с другой стороны, например, у него есть русскоговорящие друзья. Или у этого человека есть интерес, например, к истории Советского Союза. Тогда эти мотивации накладываются друг на друга и становится как-то крепче. Следующая группа — те, кому нравится русская литература, история, политика, какие-то научные достижения, ну, не знаю, математика, например, или физика, в общем, какие-то научные такие достижения. Для этих людей ситуация в Украине, война в Украине стала очень мощной причиной остановиться, изучать русский язык, ну, это понятно. Но для другой группы это, наоборот, стало еще больше мотиватором, чтобы понимать, что происходит вообще в русскоязычном пространстве, в русскоязычном медиа. И
Русский язык — это один из самых популярных вообще языков в интернете. То есть, если английский на первом месте, то на втором месте по количеству вообще контента, на каком языке, потом идет русский язык. И количество этой информации очень интересное. Ну, то есть, конечно, если человека интересует история России и политика, то, а что сейчас происходит вообще, что с Россией связано, это практически все политика и все история. И не нужно забывать, что русский язык — это язык, на котором говорят не только в России, но еще и говорят во многих постсоветских странах. И там тоже происходят разные политические, не менее интересные процессы. И да, так что это все достойно внимания. Следующая группа — это путешественники, кто хочет приехать в Россию. Потому что, я думаю, что Россия — это такая страна, которая очень привлекает многих людей, которые никогда там не были, просто потому что она другая. С началом войны и со всеми санкциями стало, во-первых, сложнее приехать в Россию, во-вторых, кто-то считает, что это опасней, можно понять, сложнее, например, если вы едете в Россию, то сложнее вся логистика. Прямых самолетов нет. Чтобы платить, чтобы там пользоваться деньгами, нужно что-то придумывать и так далее. И здесь я вижу такое проседание. Но с другой стороны, я думаю, вот хорошо, я путешествую, или вы когда путешествуете, то и вы едете куда-то, вы часто учите язык этой страны? Потому что, например, я изучала буквально несколько слов, каких-то несколько фраз, потому что, сейчас просто есть интернет, и можно пользоваться интернетом и все переводить спокойно. Поэтому я не знаю, насколько именно сократилось количество изучающих русский язык, которые учили язык только ради путешествий. Но с другой стороны, я не знаю, сколько было людей, которые вообще начинали учить русский язык, чтобы туда поехать. Вот, поэтому сложно сказать. При этом на русском языке говорят не только в России. И да, многие мои знакомые, с кем я разговариваю, иностранцы, которые учили русский язык, они ездят в другие страны вообще СНГ, бывшего Советского Союза, и там могут спокойно говорить на русском языке. Да, вот. Теперь бизнес. Если честно, то у меня очень немного было студентов, и вообще не очень много людей, я знаю, из тех, кто приезжал в Россию или учил русский язык, потому что у них был бизнес в России. Но по моим представлениям, вот эта группа вообще пострадала больше всего. Потому что, я даже не знаю, как это можно делать сейчас бизнес в России или нет. Но это если мы говорим про европейские страны, про западные страны. То есть это Европа, США. Но если мы посмотрим сейчас в сторону, кто сейчас делает бизнес в России, это Турция, это Индия, это Китай. Там народу еще больше. Там очень много людей. И эти люди начинают учить русский достаточно активно. Поэтому сложно сказать, насколько на самом деле изменилось количество людей в этой группе. И последнее. Это те люди, у которых или любимые люди русскоговорящие, то есть, например, муж, жена, или те, у кого корни из России, например, это дети мигрантов, это дети мигрантов вообще во многих-многих поколениях. Здесь тоже так неоднозначно, потому что, конечно, если у вас русскоговорящий муж или жена, и вы уже учили русский язык, но вы продолжаете быть в отношениях с этим человеком, поэтому ваша мотивация, она вне политики, ваша мотивация не связана с политикой. Если вы узнали, или вы знали, и вы учили русский язык, потому что ваш дедушка, ваша бабушка были из России, и вам просто было интересно познакомиться с этой культурой больше, тогда я думаю, что это более политически ориентировано. И при этом давайте так подумаем. За эти 1,5 года из России уехало около 1 миллиона человек, которые живут сейчас где-то в других странах, правильно? И в большинстве своем это люди с хорошим образованием,
активные, открытые, которые со своей позицией доброжелательные, которые не согласны с тем, что происходит сейчас в России, они не согласны с войной в Украине и вообще со всей этой ситуацией. И эти люди, конечно же, общаются с местными жителями, то есть они общаются с теми людьми, куда они приехали. И, конечно, в этих условиях появляются новые отношения, там кто-то влюбляется, кто-то начинает дружить с этими людьми и вообще знакомиться с русской культурой больше. И среди этих людей потенциально есть люди, которые тоже начнут учить русский язык в будущем. И я повторю, это около 1 миллиона человек. И, конечно, да, вы мне скажете, что из Украины уехало в 10 раз больше человек. Да, но большая часть людей из Украины, они тоже говорят по-русски. И для многих, я не знаю статистики, и для многих из них русский язык — это родной язык, основной язык. Поэтому мне кажется, что очень важно отделять русский язык вообще от страны. Например, мы не можем сказать, что испанский язык — это язык только Испании. Нет, на испанском языке говорят практически во всей Латинской Америке, практически во всей Южной Америке. И здесь ситуация, плюс-минус похожая. То есть русский язык — это не только язык России. И такие мои последние слова. Если мы говорим вообще, то, конечно, я думаю, что количество людей, которые начали изучать русский язык, падает. Особенно если мы сравниваем с СССР. Если мы говорим про уровень, про статус русского языка на постсоветском пространстве или вообще в других странах статус русского языка. Потому что в то время просто нужно было обязательно говорить по-русски, если вы в Советском Союзе. Это огромное количество людей, и все учили русский язык, всех заставляли учить русский язык, было насаждение русского языка. Сейчас, конечно, этого нет. Поэтому, конечно, количество изучающих падает. Например, мы это видим по количеству групп в университетах, иностранцев, которые приезжали учить русский язык в университетах в России. Да, это заметно. При этом где-то становится меньше людей, где-то становится больше. Поэтому, может быть, этот тренд не очень такой критичный. Но количество изучающих русский язык никогда не будет равно нулю. И никогда не будет критически маленьким. Да, возможно, это снижение на несколько процентов. Возможно, даже на 10%. Хотя, наверное, это уже маловероятно. Я переживаю о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как вообще эта вся политическая ситуация повлияет, как она отразится на русском языке через 5-10 лет. Я думаю, только тогда мы можем делать какие-то выводы, потому что сейчас еще, не очень понятно. Если раньше у меня был более пессимистичный взгляд на вещи, то, сейчас тоже пессимистичный, но не так сильно. Да, и в этом видео, надеюсь, можно посмотреть мои мысли, что я говорила полгода назад о русском языке в России, про отмену русского языка. Интересно сравнить, и до скорой встречи!